Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина наблюдает за вами? Это также один из ваших запросов. Кто хочет, пишите в комментариях свои какие-то пожелания, на какую тематику вы хотели бы расклад. Итак, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Боже, ребят, ну так совсем нельзя, так расстраиваться. Смотрите, вот такой период у вас сейчас, ну я даже не знаю, вот каким словом назвать. Сказать, что он непростой, это ничего не сказать. Это просто вот человек убит наповал. Это когда такое, знаете, может быть депрессивное состояние, апатия. Когда вы, может быть, отстранились от всех и от вся, да, вот оградились, вот как этот человек лежит, да, вот он от всех себя оградил, как будто вот, ну не хочется ничего, все желания пропали, все эмоции пропали, в душе полный штиль. Причем вы довольно так, ну, агрессивно, что ли, настроены. Вас почему-то, вот мне показывают, что у вас очень много агрессии накопилось. Довольно, вот как-то, вы знаете, вы более холодный стали, эмоционально холодный, ожесточенный, что ли, да? Давайте-ка уточним, почему, на кого вы стали более ожесточаться, злиться. Конечно, это связано с женщиной. Это связано с женщиной, которая, я думаю, осталась в вашем прошлом, потому что у вас произошли с ней кардинальные перемены. Это конец отношений, это развод, это завершение, да. Женщина довольно активная, она очень непростая, она может тоже проигрываться, и такая жестковатая, вот фурия такая, да, фурия гарпия. Она может быть ревнивая. Она с острым языком, ну то есть она может даже не думать, о чем она говорит, обидит она или нет кого-то. Ну то есть вот эта женщина привела к вот такому вот вашему убитому состоянию. Опять же помним, что это общий расклад. У некоторых из вас сейчас проигрывается это настроение, вот такое вот болезненное состояние. У некоторых из вас, да, вот оно уже может быть не такое острое, да, может быть, вы уже прошли вот такой вот убийственный период. То есть это зависит и от вашего психотипа, это зависит от того, как давно вы расстались. Чем дальше, ну, более поздний период, да, вот может быть вы там 2-3 года назад расстались, то, конечно, у вас уже не такое острое ощущение будет. Но, тем не менее, это было, либо же у кого-то из вас еще есть оно, да, когда вот пустота полная в душе, тотальная такая пустота и одиночество. Далее смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, да, которая наблюдает за вами. Давайте-ка коротко опишем ее. Так. Так. Смотрите. Женщина, с которой вы, я думаю, не общались, либо же давно не общались, либо прекратили общаться. Ну, то есть это такое вот общение было, ну, давнее, я бы сказала. Но, тем не менее, она вас не забывает. Она не забывает, хоть вы либо же очень редко сейчас, да, вот, скорее всего, вы либо очень редко общаетесь, либо же вообще как-то вот на нет сошло ваше общение, но она помнит вас. Это может быть женщина очень такая активная, пробивная, скорее всего, брюнетка, очень такая, ну, трудоспособная, очень такая умелая, скорее всего, моложе вас ростом. Она, знаете, вот она тоже может проигрываться, довольно такая вот острая на язычок. Она не будет сидеть и молча слушать, если ей какие-то претензии высказывают. Нет, это женщина, которая даст отпор любому. Я не могу сказать, что она там злая и агрессивная, нет. Но, тем не менее, она закроет рот, казалось бы, любому человеку. Но, опять же, вот перед вами она как-то робела. Вот она робела именно с вами. Так,
Что это еще за женщина? Давайте-ка уточним. Да, вот как-то она, знаете, она еще может проигрываться, то ли она уехала, либо же, может быть, переехала даже куда-то. Ну вот как-то вот с дорогой что-то у нее связано, либо это у нее работа связана с дорогами. А вы думайте, анализируйте и как-то сопоставляйте, может быть, вспомните какую-то свою знакомую, либо бывшую знакомую, да. Ну то есть у нее, да, у нее в жизни какие-то вот перемены, может быть, даже переезды получились. Даже из-за этого, может быть, вы и перестали общаться, пересекаться. Может быть, она переехала даже, допустим, на другой конец города. Еще так может проигрываться. Может быть, она где-то рядом возле вас жила, и вы часто пересекались. А сейчас она просто поменяла место жительства. Она далеко живет, да, даже если в этом же городе. Но просто как-то вот не состыковываетесь вы. Дама такая, знаете, вот она почему-то стала скрытной. Давайте уточним, почему она стала скрытной, очень осторожной. Это связано с любовью. Вот у нее тоже какой-то кризис любовный был, да, вот она сейчас вот мужчинам не очень-то доверяет. Вот это проигрывается тоже, у нее довольно непростой период был, но мы сейчас не будем углубляться, что там у нее произошло. Но вот она как-то очень осторожно общается с мужчинами. Она не из тех, которые будет, не из тех людей, которые будут открывать душу всем и каждому. Она присматривается, она наблюдает, она, ну такая, вот вообще как-то по жизни намного осторожней стала. Так, давайте-ка посмотрим, почему она к вам не проявляется. Хорошо, вот она наблюдает, почему она не проявляется. Во-первых, смотрите, во-первых, у нее тоже еще не прошло вот это вот такое вот болезненное состояние. Она сейчас тоже находится вот в переживаниях. Вот это у нее любовная любовь, которая случилась. И все эти переживания, они у нее тоже не прошли. И она как-то закрылась. Мало того, что она, ну, не очень-то открывается людям. Это тоже очень сильный отпечаток на нее наложило. И вот она сейчас тоже переживает подобный вашему периоду. Ей очень тяжело морально. Ей, в принципе, не до отношений, хотя вот вас она помнит. Давайте-ка посмотрим, что именно она помнит. Почему именно вас она помнит. Вот прям мне уже интересно. Вот, знаете, вы ей напоминаете то ли кого-то из прошлого, то ли, может быть, вы чем-то на ее отца похожи, да? Вот я так подозреваю, что она из довольно хорошей семьи. Вот там, где она жила, да, вот я имею в виду в детстве, друзья, вернее, не друзья, а семья ее, родители, может быть, сестры, братья, да, это была очень дружная, хорошая семья. Очень такие вот теплые, показательные отношения там были. И знаете, вот она именно почему-то вас ассоциирует именно вот со своей вот прежней семьей, семьей из детства, родительской семьей. Вот какие-то вот черты, может быть, как у отца есть, может быть, манера поведения у вас похожая, может быть, внешность у вас похожая на внешность ее отца. Ну, то есть, знаете, вот вы очень сильно ей напоминаете кого-то из прошлого. Именно того человека, я не говорю, что это именно 100% на отца похоже, но именно вот из прошлого, да. Вот вы похожи на какого-то мужчину, с которым у нее связаны такие теплые, очень добрые, искренние воспоминания. Вот вы с ней пересекались, да, вы общались с этой женщиной, и она вот, ну я не могу сказать, что она прям влюбилась в вас, нет. Но тем не менее, она за вами наблюдает. Вот знаете, вот бывает, смотришь на человека, и тебе просто вот приятно вот наблюдать, просто как человек что-то делает, либо приятно общаться, вот какие-то теплые воспоминания просто начинают, вот просто в голове всплывают эти воспоминания, и такое тепло по всему телу проходит. Так, а что же она еще хочет от вас или нет? Или это всего лишь воспоминания?
Вот на данный момент я не вижу, что она хочет чего-то там с вами отношений, либо не. Вот как-то, знаете, это как хорошая знакомая ваша, но вот именно ассоциации с ее прошлым. Вот она воспоминает именно потому, что вы очень похожи, как я говорила, на кого-то, вот на кого-то. Ну почему-то вот мне больше отец идет. Вот я не знаю, вот, ну вот из семьи все-таки. Это не на бывшего мужчину вы похожи, нет. Вот именно на семью, я так думаю. Вот пока она не думает про отношения, ей сейчас плохо, да, вот ей плохо. Что будет дальше? Будут ли у вас с ней какие-то вот отношения, пересечения, да, потому что вот вы, скорее всего, не общаетесь. Вот знаете, она может проявиться вот через какое-то время, она как-то может проявиться к вам сама. Но опять же, это когда уже пройдет вот этот вот тяжелый период. Когда пройдет этот период. Она проявится, вы будете общаться с ней. Причем это будет, ну, такое довольно неожиданное появление вот с человеком, вот женщина этой, с которой вы довольно давно не общались. Она проявится, с чем она к вам пожалует, давайте-ка посмотрим. Знаете, она может вас пригласить, вот сама, хоть и женщина, она может вот как-то сделать шаг в вашу сторону, к вам навстречу. Она может пригласить вас навстречу, да, чуть ли не в кафе, либо же она предложит, может быть, сходить с ней, ну, с ней куда-то, да. Вот именно в процессе общения. Вот она как-то сама сделает первый шаг, она сама предложит вам встретиться уже, ну, как бы, если вы, допустим, пересечетесь неожиданно где-то, да, но это будет всего лишь неожиданное такое пересечение, мимолетное. Но при этом она, может быть, знаете, вот, когда человек сам назначает свидание, либо говорит, вот звони мне, да, дает телефон, ну, вот в таком вот смысле, да, вот приблизительный пример привожу. То есть она начнет первая вот как-то к вам проявляться после вот этой вот долгой разлуки, ну, вашей, не то чтобы разлуки, после того, как вы долго не общались, либо же очень редко вы общались. Она, смотрите, она очень осторожно еще подходит к тому, потому что очень боится разбитого сердца. Вот очень боится. Ей хочется любви. Ей хочется вот настоящего мужчину встретить. Но она очень осторожна в выборе мужчин. Она очень боится предательства. Она боится, что ей снова сделают больно. То есть, смотрите, дама наблюдает за вами просто вот на данном этапе. Она наблюдает, потому что вы, ну, вселяете теплые воспоминания, да, вот ассоциации, может быть, с отцом, да, с кем-то вот из прошлого, с кем именно теплые ощущения у нее связаны. Плюс, конечно же, это есть некая симпатия, да, вот ассоциация плюс симпатия к вам. И, как я уже сказала, вот какая-то вот неожиданная, может быть, встреча, либо же даже, может быть, звонок, СМС, в общем, неожиданное появление, где именно она сделает шаг в вашу сторону. Она проявится, плюс она предложит, да, и, в общем-то, вы можете быть с ней парой. Просто это будет очень-очень постепенно, потому что вы как две травмированные, психологически травмированные две личности, да, то схождение вот именно как в паре у вас будет очень такое постепенное, очень продуманное, когда вы оба будете присматриваться. Ну а пока она за вами наблюдает. Это может быть наблюдение и в соцсетях, это может быть даже, знаете, вот наблюдение через каких-то общих знакомых. Она может просто расспрашивать, там есть у него кто-то, нету, да, вот просто в общих чертах как-то расспрашивать, как вы живете, что вы делаете, чем вы дышите, вот, да. Ну, то есть вот она так издалека тихонечко за вами наблюдает. Поэтому ждите, ребята, появления своей таинственной наблюдательницы, с которой вы общались, да, и которой вы вселяете много теплых воспоминаний. Это тоже здорово. Это хорошо, когда есть хоть немного каких-то теплых воспоминаний, ассоциаций, да.
Потому что жизнь такая штука тяжелая, сложная, много негатива, много неприятных ощущений, неприятных эмоций. И нужно хоть иногда вспоминать и думать о чем-то хорошем. Просто чтобы, может быть, поднять себе настроение, да. Даже для этой какой-то теплой дрожи по всему телу, до мурашек, да, вот когда хорошо от мыслей, при воспоминании о ком-то таком человеке, довольно близком, теплом и родном. Это тоже здорово на самом деле. Поэтому мечтайте, вспоминайте, влюбляйтесь. Ну и, конечно же, настрой на позитив. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!